Привет, друзья! С вами Ух ты, кухня! Как же мы рады вас видеть! И сегодня ловите очень простой и вкусный рецепт супа из молодой капусты. Это первое, что я буду готовить из сезонного качана. Ставьте лайки и начнем. Понравится даже детям. Конечно же, любой суп начинается с бульона. В кастрюлю выкладываю куриные запчасти. У меня это крыло и одна куриная ножка. Я ее порезала, чтобы быстрее приготовилась. Так как мне нужен вкусный бульон, заливаю холодной водой, так, чтобы покрыло мясо. Добавляю веточку сельдерея, 3 горошины душистого перца. Конечно же, можно добавить любые пряности. И сразу же немножко присолю. Совсем чуть-чуть. Все. Накрываю крышкой, включаю нагрев и, конечно же, буду следить, чтобы убрать пенку. Все. А мы в это время рядышком сковородку на огонь. Оп, она у меня сухая. И вот так вот, друзья мои, все очень быстро. Грибы произвольно нарезаю на сковородку. Пусть уже начинают здесь готовиться. У меня здесь 300 граммов. Нагрев под сковородой у меня максимальный. А я в это время подготовлю овощи. Половинку луковицы на мелкий кубик. Рядышком веточку сельдерея. Не любите, можете не добавлять. Я его сейчас везде добавляю. Очень вкусная, полезная штучка. Одну небольшую морковь на терке. У меня это будет терка по-корейски. Ой, все, достаточно. Боюсь ее. Также для моего супа мне понадобится 2 небольших помидора или 1 большой. Пополам убираю плодоножку и оставляю. Очень важно этот суп, хозяюшки, не перекислить. Это не борщ, не щи, это просто такой вкусный суп. Поэтому, если у вас нет помидора, можно заменить на томатную пасту, но ее буквально чайную ложечку. Нужно просто оттенить. Я думаю, вы меня поняли. Как только в грибах выпарилась жидкость, они уже даже немного подрумянены. И только в этот момент добавляю немножко сливочного масла и соль. И 1-2 минуты еще обжариваю. Через пару минут грибы готовы. Перекладываю их в тарелку. И в эту же сковороду немного растительного масла. Она горячая. И еще небольшой кусочек сливочного масла. Выкладываю лук. И обжариваю до мягкости. Сережа, бульон! Друзья мои, следим за бульоном. Как же ж вовремя. Собираем пенку. Это просто свернувшийся белок. Нет в этом ничего страшного. Накрываю крышкой. Уменьшаю нагрев на минимальный. Пусть потихонечку булькает. А мы следим за луком. Когда лук стал таким уже полупрозрачным, немножко подрумянивается, добавляю морковь и сельдерей. И все вместе пару минут прогреваю. Когда овощи хорошо прогрелись, начали подрумяниваться, вкусно пахнуть, беру помидоры и выкладываю срезом вниз. Вот так вот. Накрываю крышкой и жду 5-7 минут. Нагрев, конечно же, немножко сделаю тише. Вот примерно вот так, чтобы овощи готовились, помидорки готовились и ничего не пригорело. Примерно 5-7 минут прошло. Поднимаю крышку. Ой, сколько конденсата натекло. И сейчас убираю кожицу. Вот так вот. Оп. Вилочкой аккуратно поддеваю. Кожица сюда, а это сюда. И так проделываю со всеми помидорами. Вот так вот, друзья мои. Кожицу нужно убрать. Какая-то она у меня не очень хочет убираться. Разминаю помидоры лопаткой. Еще даже и дотушатся. Добавлю щепотку сахара. И тушу еще все вместе, чтобы помидоры хорошо-хорошо растушились и были мягкими. В середине процесса приготовления бульона я уже нарезаю картофель. И добавляю в суп. Хочу, чтобы картофель хорошо разварился. Пока картофель с бульоном варится, мы можем заняться капустой. Беру качан капусты молоденькой. Я планирую сделать еще одно блюдо, очень интересное, вкусное на ужин. Поэтому разрезаю вдоль пополам. Примерно вот так вот.
Эта часть пойдет на второй рецепт. Сережечка, будешь удивлен. А это мы сейчас нашинкуем. Буду это делать ножом, потому что капуста молоденькая, она быстро варится, чтобы она чувствовалась в супе, а не просто раскисла. Мастерство не пропьешь. И еще один ингредиент, который делает этот суп не просто вкусным, а обалденно вкусным, это, друзья мои, плавленый сырок. Берем хорошего качества, сливочный, без всяких там дополнений. Я думаю, граммов 100 будет достаточно. Смотрим, что у нас здесь. Прошло достаточно времени. Курица приготовилась, картошка просто приготовилась отлично, поэтому можно продолжать. Запускаем капусту, грибы, наши вкусные овощи со всеми соками сюда. Ой, какая красота! Конечно же, бабушкина фишечка. Моем сковородку и сюда. Сверху выкладываем плавленые сырки. Пусть уже начинают здесь плавиться. Соль пока добавлять не буду. А вот из специй добавлю сушеный укроп. Конечно, в идеале свеженький, можно прямо в тарелку. И добавлю немного сушеного чеснока, именно сушеного. Все. Даем этому хорошо закипеть. Я же хочу тебе еще добавить острых ощущений. Когда суп хорошо закипел, какой молочный, какой ароматный. Здесь важно, чтобы капуста не перекипела, поэтому сейчас пробую на соль. Идеально. Для мужа. Сейчас накрываю крышкой и отставляю. Даю супу настояться хотя бы 15 минут. Все, мои мужчины кричат: давай насыпай, хватит настаиваться. Ну, я женщина послушная, сейчас буду вас вкусно кормить. Так, на вид красиво, пахнет очень вкусно. Немного взбодрим. Ну, красота, такой сливочный. Все, наливаем или насыпаем. Мы сегодня по-богатому, у нас сегодня есть мясо, Сергей Николаевич. Благодарю. Да, мы сегодня живем. Благодарю. Берем большую ложку и пробуем. Я знаю, что этот суп вкусный, потому что часто его готовлю. Друзья, кисло-сладкий, такой сливочный, приятный, легкий суп. Ну что, вкусно, мальчики? Конечно, вкусно, солнышко. Приятного вам аппетита. Благодарю. Все, я рада, что вам понравилось. Всем приятного аппетита. Взаимно.